Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня будет короткое видео. Я понимаю, что сейчас все готовятся к Новому году активно. Предпраздничная суета до наступления Нового года остается все меньше и меньше времени. Поэтому не буду занимать ваше внимание. И быстренько расскажу о моих готовых работах за прошедшую неделю, процессах. И в конце видео я, как и обещала, поделюсь с вами рецептом имбирного печенья. Итак, перед вами вот зайчик. Уже в готовом виде. Я вам показывала его по деталькам в разобранном виде. Вот сейчас я его собрала. И вот такой милый зайчонок у меня получился. Я его уже упаковала красиво. Ну, я таких зайчиков уже ранее вязала. Не буду доставать его из коробочки. Так, рост его 28 сантиметров. Я его уже упаковала в коробку. Бумажный наполнитель, снежиночка. Вот этикетка теперь у меня новая, handmade. Я привязала на джутовый шпагатик. Вот, и все. В коробочку перевязываем атласной ленточкой или кружевной тесемочкой. И подарок готов. Но уже к Новому году, скорее всего, этот зайчик не успеет добраться в новый домик. Но если вам он понравился, это будет хорошим подарком какой-то маленькой девочке или не только маленькой на 8 марта, к Пасхе. Ну, смотрите, пишите мне, и я с радостью отправлю вам этого зайчика, если он будет у меня еще в наличии. Так, далее, если уже пошла тема про зайчиков, у меня еще один заяц в процессе. Это у меня будет зайчик от Антуанетта. Описание этого зайчика есть в свободном доступе. Вяжу его из семеновской шерсти. Здесь 20% шерсти и 80% акрила. Вот такой цвет соломы. Ну, мягкий бежевый, молочный, натуральный цвет. Я уже связала голову, но еще не оформляла ее, не делала никаких утяжек, просто ставила в глазки. Так, связала 2 ушка, 2 ручки, верхние лапки и 1 ножку. Посмотрите, какая интересная деталька. И вязать его очень интересно. Такой он фактурный. Здесь и полустолбики, не только столбики без накида. Такая лапка прикольная. Но здесь еще будет немножечко навязываться уже другим цветом. Имитация, ну, панталончиков, трусиков. Так, ну я чувствую, что зайчик получится такой крупненький, не маленький. Так, крючком вяжу 2,5 миллиметра. Я здесь записываю кое-какие изменения, чтобы не забыть и связать 2 ножки одинаковые. Но этого зайчика я, скорее всего, покажу вам в следующем году уже. Может быть, успею к первому видео. Ну, как успею. Я теперь торопиться не буду. Праздники, будем отдыхать, расслабляться, наслаждаться временем, проведенным с семьей. Ну, все. Так, это что касается зайчиков. Далее, чтобы отдыхать от снежинок, я вязала вот таких котиков. Как вы помните, я собиралась на ярмарку, но на ярмарку я так и не попала. Семейные планы изменились, и я не ходила на ярмарку на прошлых выходных. Но котиков я таких навязала. И посмотрите, как, так, сколько штучек? 10, 12 вот новых котят у меня. Все они в разном цвете. И вот этот подносик, ящичек, который я вам также показывала. Посмотрите, как хорошо здесь поместились у меня эти котята. И я купила еще один такой ящичек. Так, вот он у меня. Но еще не распаковывала. И буду следующую партию. Но здесь хочу вязать уже других котят, другой формы. Не таких вот на 4 лапках стоящих, а вот они у меня вверх будут смотреть. Ну, немножечко другой будет формат. Может быть, зайчиков. Ну, посмотрю. А на этот подносик я потом по мере продаж буду просто добавлять каких-то из своих закромов. Вот этих котят я знаю, что хорошо покупают на ярмарках. И навязала из остаточков пряжи в разных цветах. Где-то у меня полосатенькие, ну, разные. Посмотрите, какие милашки. Они прям смотрят так, в глазки заглядывают. Мяу-мяу. Вот так, сейчас я их уберу и подключусь. Так, теперь немного о салфетках. У меня сейчас большой заказ на панно
из салфеток, которые я натягиваю на рамы. И я вот связала на этой неделе 2 салфетки. Одну большую, вот у меня салфетка. Давайте поподробнее про эту салфетку поговорим. Эта салфетка называется Эльза. Она есть на моем канале. Мы с вами вместе вязали видео. Так, это мой дизайн. Я сама ее придумывала. И вязала ее. Сейчас покажу. Вот в таком цвете. Марсала. И видео мы с вами вязали вот такого горчичного цвета. Вот, белая я никогда ее не вязала. Но сейчас вот выполнила именно из пряжи белого цвета. Посмотрите, какая нарядная, красивая. Много интересных элементов. Мне очень нравятся вот эти листики. Вот этот центральный круг также рельефный. Но здесь много рельефных элементов. Вот эти лепесточки перекликаются с центральными. И очень красивые у нее вот кайма, лепестки. Вязала эту салфетку. Так, вот здесь надо нитки мне отрезать. Из пряжи Коко. Ну вот, наверное, нужно мне все-таки было вязать, как и эти салфетки, из пихорки ажурной. Получилось слишком плотная. Но так как мне натягивать ее на раму, она еще растянется немножечко. Пару сантиметров она точно растянется, хотя я ее и блокировала. Но вот эта пряжа тянется не очень хорошо. Так, все отрезала. Я ссылку на это видео оставлю в описании под этим видео, в инфобоксе. Можете перейти. Видео состоит из 2 частей. И можете присоединиться и связать такую же очаровательную салфетку. Вот. Очень красивая, и для ловца снов она, мне кажется, подходит. Будет удобно ее натягивать вот за эти пико крайние. Так, вот эту связала на заказ. Это последние мои салфеточки. Вот такую маленькую. Там будет панно состоять из нескольких салфеток, и диаметры должны быть разные. И цветовые сочетания также разные. Ну, в такой все в молочно-бежевом, белой гамме. Вот такая. Это по описанию Патрисии Кристоферсон. Также мы с вами вместе вязали. Я сейчас все салфетки вяжу также по своим видео. Так, эту я вам показывала в предыдущем видео. Это также идет в панно. Вот про эту салфетку я еще думаю, натягивать, не натягивать. Но вот средний размер мне она подходит. Но опять заказчик сам посмотрит, потом подойдет ему. Будем комбинировать вместе. Подбирать вот этот набор, комплект. Так. Вот эту интересную салфетку я натянула уже, но еще пока не прятала хвостики ниток. Очень красивый такой бежево-кофейный какой-то цвет, кофе с молоком. Вот интересная салфетка, но она более ажурная, нежели вот эти. Не знаю, как, но буду все раскладывать и смотреть. Вот эту салфетку мы с вами вязали. Ну, вот эта поплотнее, она будет более заметная. И я думаю, заказчику понравится. Но я уже показывала, подходит эта салфетка. Вот такой цвет икрю. Вот уже айвори, как называется цвет. Очень красивая матовая ниточка. И также будет в комплекте. Вот надо как-то мне сочетать сейчас. Вот это бежевое хорошо подходит. Но у меня много салфеток натянутых, я не буду все показывать вам. Так что набор у меня все еще составляется. Так, и вяжу сейчас также по описанию Патрисии. Это, по-моему, Бренна салфеточка, но это только начало. И готовую салфетку я вам покажу в следующем видео. Посмотрите, какая красавица уже получается. Но это только серединка. Может быть, я даже оставлю серединку и вот натяну на маленькую рамочку. А в другом цвете свяжу ее уже в полном формате. Посмотрите, какая она уже красивая, потому что там нужны и маленькие диаметры, и большие. Но это сложная работа. Требует много такого внимания и творческого подхода. Так, салфетки убираем. Мне есть чем заниматься. На праздниках буду доделывать панно.
Так, переходим теперь к покупкам. Я себе сделала подарок к Новому году. Зашла в рукодельный магазин, магазин пряжи, и не могла удержаться. 800 рублей, крючок кловер 2 миллиметра. Это, наверное, старая еще закупка у них была. Хорошая цена, как я считаю, наверное, сейчас 800 рублей. И купила такой крючок. Вот решила себя побаловать. Так что потом попробую и сравню, как вязать крючком кловер или тулип, как мне удобнее будет. Но я думаю, что эти крючки оба очень хорошего качества, удобные, но поделюсь своим впечатлением позже. Так, и заказала новую для себя носочную пряжу. Это покупка с Валберес. Носочная классическая пряжа в 100 граммах 400 метров, 75% экстра файн мерино вол и 25% полиамида. Компания Астра. Вот, называется Сок Эксклюзив. Так что будут у меня такие эксклюзивные носочки. Продаются по 2 моточка. Тактильно очень приятная, мягкая. Мне кажется, из нее можно вязать не только носки, но и шапки, шарфы, ну какие-то плечевые изделия. Так, цвет этот 1309-47. Рекомендуют спицы 2,5-3,5. Ну, конечно, я буду вязать спицами 2 или 2,5 или 2,25. Посмотрю потом по толщине. Будут такие пестренькие мужские носочки. У меня, кстати, на ярмарке спрашивали, есть ли у вас черные однотонные носки шерстяные. Но, к сожалению, черные я не вязала. Ну вот будут вот такие пестренькие. Хотя у меня черная пряжа есть, я добавляю ее просто для отделки в какие-то другие носки. Но вязать просто черные носки, мне кажется, как-то скучно. Ну и, как мы знаем, черную пряжу вязать сложно. Глазки наши плохо видят. Это надо вязать только при дневном цвете. Ну, хотя у меня есть одна задумка связать однотонные черные, но сделать отделку там в стиле Гуччи. Это у меня в будущих проектах такие носки. Ну, посмотрим, осуществится моим идея это или нет. Так, ну и купила вот такой кусочек мыла. Не могла также пройти мимо. Посмотрите, какой брусочек интересный. Это итальянское мыло, очень ароматное. И какой-то запах прямо из детства. Я не знаю, какой-то... Вот Made in Italy. Он мне напоминает какой-то запах. Вот когда мне было лет 10-11. Или какой-то одеколон у папы был такой. Не знаю, вот такой он ароматный. И лежал у меня этот кусочек в спальне. Я не смогла. Я его убрала. Он такой источает аромат. Даже спать не могла. Вот отнесла в другую комнату. Ой, ну прелесть просто. Можно куда-то в одежду положить, в шкаф, чтобы моль отгонять к шубам, да? Вот. Сколько здесь грамм брусочек? Я вначале подумала, может быть, это носки стирать, раз носки нарисованы. Даже не знаю, почему. Вот надо мне перевести. Почему такой дизайн обложки, обертки, фантика вот этого. Покупала в Золотом Яблоке в магазине. Вот такой у меня подарочек. Так, пряжу я убираю. На этих выходных мы собирались с семьей. Это были последние совместные выходные в этом году. Сын у меня уезжает отмечать Новый год в другой город. И мы решили всеми собраться, поздравить друг друга. Следующая встреча у нас совместные такие посиделки будут теперь только в следующем году. На Рождество, наверное, мы всеми соберемся. Ну, дочь-то придет, конечно, на Новый год или перед Новым годом. Там решим, определимся как. Ну, вот из-за того, что сын уезжает, мы собрались всеми вместе. Я накрывала уже стол праздничный. Так что у нас была репетиция уже Нового года. И вот испекла вот такое печенье. Я его немножечко тут припрятала, чтобы вам показать, как я вам и обещала. Сейчас поделюсь с вами этим рецептом. Очень рекомендую всем испечь это печенье. Сейчас я на экране размещу. Можете сделать скрин экрана или переписать себе этот рецепт. Поставьте на паузу. Тут будут 3 фотографии. Я уже и раньше в Инстаграме делилась этим рецептом. Очень ароматное, вкусное.
Я вот пеку елочки, человечки пряничные, но я тут еще ничем не украшала. Я, конечно же, это печенье у меня не доживет до Нового года, испеку новое и советую сразу делать двойную порцию. Вырезать буду теперь звездочки, сердечки, ну, другой формы, чтобы отличалась от этих. Вот. И, конечно же, совет, что когда печенье испеклось, нужно его остужать на ровной поверхности, потому что оно еще мягкое, когда горячее, немножечко полежит, остынет, и тогда уже можно перекладывать, чтобы оно не ломалось и не сгибалось. Было ровненькое все, очень вкусное, детям моим нравится, и печем мы такие печенье-прянички каждый год. Записывайте себе рецепт, берите себе на заметку, я рекомендую. Делать очень просто, быстро. Так, сейчас я ставлю маленький отрывок видео, который я сняла перед отправкой снежинок. Ну вот, я сняла последнюю партию снежинок из блокировки. Сейчас быстренько вместе с вами их рассмотрим. Здесь уже у меня некоторые снежинки повторяются. Эту снежиночку мы с вами вязали. Так, сейчас на скорую руку. Такая также у меня есть на канале. Очень красивая снежинка. Посмотрите, какая она кружевная, ажурная. Вот это моя самая любимая, хрупкая, маленькая снежиночка. Я ее просто обожаю. Так. Далее вот Прага. Много раз ее уже вязала. Вот такая маленькая миниатюрная снежинка, простая, но такая привлекательная. И мне кажется, если бы я себе вязала на елочку снежинки, я, наверное, только бы вот такие связала. И вот хрупкую. Вот. Украсила вот такими бы снежинками елку. Очень симпатичная. Ну, прелесть просто. Самая вот так, фавориты мои. Так, вот такая снежинка. Так, сколько тут я уже навязала. Вот эта снежиночка, это модификация звездочета. Это Есения. Также я тут немножечко серединку изменила. Это Адель. Также одно из последних видео на канале. Такую мы вязали снежинку. И это было. Я тут немножечко изменила, пико сделала по-другому. И вот это совершенно новое. Просто связала ее от головы, сидела в машине, ждала папу из поликлиники, и пока он там делал свои дела, я вот что-то без схемы, просто у меня был с собой моточек пряжи, ниток, крючок, и я вот связала. Кстати, все эти снежинки я вязала крючком 1,25, не 1,5, и вязала потуже, специально делала натяжение посильнее, чтобы снежиночки получились более миниатюрные. Вот, и мне так результат очень даже понравился. Так, сейчас мне нужно снежинки упаковать. Это будет последняя посылка в этом году. Я приготовила вот такую коробочку со снежинками. Вот сейчас я ее сворачиваю. Вот прозрачная крышечка. Сейчас я ее сложу и упакую заказчику. Это были последние снежинки в этом году. Я думаю, мы с вами хорошо поработали, навязали много снежинок, вышло много видео на канале про снежинки. Я надеюсь, многие из вас вместе со мной их вязали, вам это нравится. Вы отдыхаете, когда вяжете вместе со мной снежинки.
Были и салфетки в этом году у нас также, ну не так много, конечно, как в предыдущих годах, но также салфетки мы с вами вязали. И носочки вязали. Но в этом году у меня больше таких отчетных видео, нежели мастер-классов. Хотя и мастер-классы, и по воротничкам также я записывала, старалась. Но надеюсь, в следующем году будет больше видео таких совместного вязания. Так, уже какие-то итоги подвожу. Но хочу поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вам всего самого доброго, творческих успехов, много вдохновения, чтобы все ваши задумки исполнялись. Это что касается вязания и таких рукодельных дел. Ну, конечно же, прежде всего, это здоровье, крепкого здоровья всем вам, вашим близким, родственникам, друзьям. Когда будет здоровье, будет и все остальное приложится. Но без здоровья, конечно же, тяжко. Я тут недавно перевязала, что-то у меня рука уже заклинила, не могла даже поднять сковородку. Думаю, все, нужно остановиться. И уже испугалась, как же я буду вязать, если у меня будет болеть рука. Так что здоровье прежде всего. Конечно же, мирного неба на всей планете, спокойствия, больше радости, улыбок, счастья, чтобы нас окружало добро, не было никакой зависти, злости. Всего самого доброго. Спасибо нашему любимому хобби. Оно нам помогает расслабиться, отдохнуть. Независимо от того, какое это хобби, но у каждого человека должно быть какое-то любимое хобби. Я так считаю. Пусть это будет выжигание по дереву, собирание марок, лепка из пластилина, кто что, кому что больше нравится, но человек должен чем-то заниматься, отвлекаться и проводить свободное время за любимым занятием. Вот. Ну все, это, наверное, последнее видео в этом году. Мы с вами теперь встретимся в следующем. Сейчас мне нужно упаковать красиво эти носочки и также отправить их покупателю. Для этого я, как всегда, беру вот такую коробочку крафтовую. Сейчас я ее сворачиваю. Вот такой оригинальный подарок. Можно сверху не завязывать, так как все хорошо застегивается на замочке. Можно перевязать еще ленточкой нарядной. Или просто веревочкой такой же натуральной. Давайте вот, чтобы просто не раскрылась случайно. Вот такой подарок. Так. На этом я с вами буду прощаться. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Спасибо, что вязали со мной весь этот год, смотрели мои видео. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч.